Здравствуйте, в эфире Live Studio. У нас в гостях чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс. Здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии. Также у нас в гостях Татьяна Попова, экс-заместитель министра информационной политики Украины, и Александра Комарова, переводчица. Здравствуйте. Здравствуйте. Эдуард, расскажите, пожалуйста, с чем сегодня в Одессе, что запланировали в этот визит? Yes, well, thank you for this question. This is not the first time that I visit Ukraine. I've been here in Odessa. I've been here several times. And I'm very happy that this time is an important visit because this afternoon I will do the official opening of the exhibition of 17th century Dutch masters in the museum. Я очень благодарен за ваше приглашение, и это не мой первый визит в Одессу, я уже бывал в этом городе. Сегодня у меня запланировано официальное открытие выставки голландских мастеров живописи 17 столетия. 17th century masters, it's important because the 17th century in the Netherlands, as you may know, represented the Golden Age. We call it the Golden Age. And it was the age in which culture could flourish. It was also an age in which we signed a peace agreement after a long war. We had a long war of 80 years with Spain. And in 1648, we signed this peace agreement in Münster. And after that, our economy and our culture were flourishing. And we had many, художники who then profited from this possibility to really develop their work. 17 столетие для нашей страны — это очень важный период, потому что, возможно, вы знаете, этот век называется золотым веком голландской живописи. Это связано с теми историческими событиями, которые произошли в этот период, а именно, что закончилась в этот период 80-летняя война с Испанией, и в 1648 году в Мюнстере был заключен мир, после чего культура расцвела в нашей стране. А насколько богата вот представленная коллекция, да, что одесситы увидят, насколько богаты вот представленные разные художники голландские, да, вот что интересного одесситы увидят? Especially because it's the 17th century masters, they are, of course, they represent a very rich history. I, of course, would not like to dwell on the value of it in money terms, but I can assure you that if you have the opportunity to visit the museum, you will be surprised by the beauty of it. 17 век — это абсолютно потрясающий период в живописи нашей страны, и он является той самой богатой традицией, которой мы гордимся. Естественно, в денежном выражении я не буду называть, сколько могут стоить такие картины, но если у вас есть возможность посетить, я уверен, что вы будете потрясены красотой этих полотен. То есть богатая коллекция и в прямом, и в переносном значении. Но я бы хотела сказать, что пожалуйста. там даже есть небольшой афорт графический Рембрандта. Мне кажется, это говорит вообще об уровне коллекции, которая хранится у вас в музее. Просто специально достали из запасников на вот этот месяц голландской живописи. Будет в течение месяца выставка, да? До конца этого месяца будет выставка, специальная экспозиция голландских авторов. Итак, вы не впервые в Одессе. Я нашла информацию, что вы были у нас в конце июля. Вот. Скажите, пожалуйста, что вам нравится в нашем городе, а что нет? Well, I must say that I'm really, I've fallen in love with Odessa. Odessa is such a special place. Odessa is a city with, I think, more than 120 nationalities living in the city. You hear so many languages. If you walk along the streets, you feel this international atmosphere. It is a multicultural city, and I think in this time when we are discussing multiculturalism and the success or failure of it, it's so important to see a success of multiculturalism in the city of Odessa. So that's why I love it. Я должен признать, что я влюбился в этот город, и для меня это особое место. Я знаю, что в вашем городе представлено более 120 национальностей, и гуляя по городу, можно услышать разные языки. И очень важно, что именно в это время, чтобы такой город показал успешность сосуществования, счастливого сосуществования разных языков и разных наций. Я думаю, вы знаете, что Одессу строили архитекторы со всей Европы, в том числе и из Голландии. Да. Франц де Валан, первостроитель Одесского порта, и его фигура установлена на Екатерининской площади, памятник. Скажите, пожалуйста, вам удалось ознакомиться вот именно с архитектурным наследием Одессы? Что вам понравилось? Yes, I must say that walking along the streets, of course, one of the first things which strikes you is the architecture. It's so different from other cities in Ukraine.
And it's also the beauty of it. Talking about de Volan, he, as you know, and as you mentioned, was a Dutch engineer who also, by the way, constructed the port, Porto Franco of Odessa. So we have a Dutch footstep here in the city, not only in architecture, but also in economy. Да, я полностью согласен, что архитектура города – это одна из самых привлекательных сторон этого места. И что касается архитектуры, то она очень существенно отличается от архитектуры других городов Украины. Де Волан, он был голландским инженером, и он внес свой вклад не только в культурное наследие вашей страны, этого города, но и экономики, потому что он был одним из строителей порта Одессы. Ну, не могу не задать вопрос, все-таки над чем стоит работать одесситам? Вот какие, может быть, недочеты вы заметили или, может быть, что-то не понравилось в городе? It's difficult to say. Of course, sometimes it's very hot, so we have to get used to that. At the same time, we see the good sides of it because there's a lot of tourism. And now that, of course, Ukraine is facing some difficulties with the Crimea, I think there's more tourists coming to Odessa, and that's also very good for the city. But it's difficult for me to say what I do not like about the city. It's easy for me to say what I like about it. На самом деле, ну что можно упомянуть? Жара, очень жарко. Но с другой стороны, это привлекает туристов. И с тех пор, как с Крымом определенные есть сложности, в смысле туристическом, для города Одессы это плюс, большое количество туристов. И мне на самом деле сложно говорить о недостатках города, скорее проще было бы сказать о том, что нравится. Да, пожалуйста, Татьяна. Хочу сказать, что вот, собственно, этот проект с Музеем западного и восточного искусства, он связан именно с тем, что в Одессе это же не только, это не город в пустыне на пляже, да, это город со своей историей, с огромный город-миллионник, с великолепными музеями, с великолепной архитектурой. И, собственно говоря, этот проект сотрудничества с музеем, мы будем делать и другие выставки, он связан с тем, что мы хотим показать другие аспекты Одессы, которые могли бы расширить туристическую привлекательность и привлечь туризма не только на пляж или там, на развлечения, но и на такие вот исторические и музейные достопримечательности. I can only confirm this because it is, of course, also very much a cultural city, Odessa. I was here, you mentioned that I was here before also to visit the Odessa International Film Festival. And I was really impressed by the organization, also by the attendance, and also by the quality of extremely good films which I had the opportunity to see. So I really must say that this film festival was a great success. They call it, I think, the Cannes of Central Europe or of Eastern Europe, and it certainly is a very good comparison. Я могу только подтвердить то, что уже было сказано, и что Одесса должна показать, насколько она является привлекательной с точки зрения культурной. И вы уже упоминали о том, что я посещал город этим летом, а именно я посещал Одесский международный кинофестиваль, и я был поражен высоким уровнем организации и тем, сколько людей приехало посмотреть на кинофестиваль. Мне очень понравилось много фильмов, высокий уровень культурный, да, на представленных фильмов. И я знаю, что этот фестиваль сейчас даже называют Каннами Восточной Европы. Кстати, насчет Канн, представленный у нас фильм «Донбасс» Сергея Лазницы. Видели ли вы его? Он удостоился высокой награды в Каннах. Документальное кино, серьезное. Вот как вы его оценили? There were many documentary films. This film, which you just mentioned, unfortunately, I had not the opportunity to see. I hope to see it in the near future. But I know that the film festival had, let's say, purely artistic films and also this specific documentary part of it. Maybe one more aspect what I also like about Odessa is the history of literature. Of course, you had famous writers who lived in Odessa. Of course, the most famous one to be mentioned is Pushkin. You see his pamyatnik in the streets. But also I'm a very great lover of Konstantin Paustovsky, who also lived here in the early of last century. So that is also, I think, an aspect of the city. Babel, of course, not to forget, which makes this city very special.
К сожалению, мне не удалось посмотреть фильм, который вы только что упомянули, Сергея Лазницы. Я видел много других фильмов. И я надеюсь, я слышала о нем, и я надеюсь, что я в ближайшее время смогу его посмотреть. Но здесь я хочу еще упомянуть о том важном историческом литературном наследии, которое присуще Одессе. Все мы знаем, что здесь жил Пушкин. Видно, можно увидеть его памятник на улицах города. Кроме того, я очень люблю Паустовского, Константина Паустовского, который жил в начале 20 века в этом городе. И нельзя не упомянуть Бабеля. Так что Одесса богата на громкие имена в сфере литературы. И раз мы уже заговорили о киноискусстве, хочется задать вопрос насчет Олега Сенцова, украинский режиссер, который 92-й день голодает. Как вы считаете, что можно сделать для его освобождения? Для кого? Олег Сенцов. Извините. Конечно, we have many actions to really make sure that we all wish that he should be liberated as soon as possible. We know that he is now already in his third month of hunger strike. So we all hope, of course, that this will not lead to the ultimate sacrifice. But it's very important that a kinematograph, especially coming from Crimea, being in a Russian prison at this moment, should be liberated as soon as possible. And I think that we have to combine our efforts to make this clear to the world. Я хочу сказать, что мы со своей стороны делаем все, что мы можем для того, чтобы помочь освобождению этого режиссера. Мы знаем о том, что он уже 3-й месяц голодает, и мы очень надеемся на то, что это не приведет к трагичным последствиям для этого человека. Этот режиссер из Крыма должен быть освобожден, и все мы стараемся объединить усилия с этой целью. Вы на должности посла Нидерландов в Украине меньше года немного, да? Почти год сейчас. Почти год, да? Вот за этот период, вот какие ваши впечатления? Вы раньше были в Праге, правильно? Да, сейчас вот в Киеве посол у нас в Украине. Вот, может быть, в сравнении, да? Что интересного у нас в работе? Well, Ukraine, of course, is a fascinating country. It is a country which, at this moment, finds itself in a phase of transition, transition towards further Europeanization. Of course, we all recognize the Euro-Atlantic ambitions of Ukraine. We do see that for this, of course, a reform process has started. And we see already quite some progress also in these reforms. Of course, some homework still to be done. But generally speaking, it's, of course, a difficult circumstance the country finds itself in, being dismembered with the annexation of the Crimea, also with the difficult circumstances in the Donbass. So it's an uphill battle. At the same time, we have to acknowledge and appreciate all the efforts by the politicians to really bring Ukraine further to the Europeanization, to the path of Europeanization. Я, конечно же, могу сказать, что Украина — это потрясающая страна. И понятно, что сейчас она находится в периоде перехода. Мы признаем евроатлантические амбиции Украины и очень заметные реформы, которые происходят, какие-то более успешные, какие-то менее, но в целом реформы явно видны. Честно говоря, всем понятно, что сейчас Украине сложно. Украина утратила часть территории, да, Крым, и в Донбассе ситуация очень сложная, напряженная, но политическая элита страны прикладывает все усилия для того, чтобы продвигать страну в сторону европеизации дальнейшей. А вот если брать отношения Украины и Нидерландов, какие главные вызовы стоят вот сейчас? Well, as an ambassador, I'm very happy to say that the bilateral relations between Ukraine and the Netherlands at this moment are excellent. The Netherlands is the second investor in this country. We have very good trade relations. You know, the Netherlands used to be mainly an agricultural country, and we have developed an enormous knowledge of agriculture and agrotechnology, which we are at this moment in a position to export to Ukraine. Many other fields also where our cooperation is very good, let's say in the field of water management, also in the field of IT. Logistics, of course, is also a specific area of knowledge of the Netherlands, which is welcome here, and where we can exchange views and ideas. So the bilateral economic and commercial relations are excellent. Also politically, we have very good relations because politics is, of course, is the framework within which the economic relations can develop.
And it makes life as a Dutch ambassador in Kiev very interesting. Говоря с позиции посла Нидерландов, я могу с радостью сказать, что двусторонние отношения между нашими странами сейчас на отличном уровне находятся. Наша страна занимает второе место в списке инвесторов в Украину. И с точки зрения торговых, экономических отношений у нас все замечательно. Традиционно Нидерланды развивали свое сельское хозяйство очень интенсивно, и сейчас мы находимся в том положении, что мы можем уже экспортировать технологии в сфере сельского хозяйства, а еще IT, логистики и многих других. И, естественно, это становится возможным благодаря тому, что политический климат между нашими двумя странами очень благоприятствует этому. То есть в целом все замечательно в отношениях между нашими странами. И не могу не спросить, к чему стоит стремиться Украине. Вот я нашла такую информацию, что в Нидерландах размер ВВП на человека 48,5 тысяч долларов в год. А в Украине у нас чуть более 2,5 тысяч. Ну, то есть очень разный уровень жизни населения. Скажите, пожалуйста, чему стоит украинцам поучиться у Нидерландов? Да? И как нам хотя бы приблизиться к хорошему такому уровню жизни? Well, of course, Ukraine still has a long way to go to reach the economic level of existence which we have in a country like the Netherlands or Germany or other European countries. Of course, Ukraine went through a very difficult time after the war and after also the independence, of course, in the early 90s changed the whole picture of the economy. And so there was a shrink of the economy, and to restore and to re-establish this, I think we need some more time, but it will come. But we have to be patient. Значит, естественно, что Украине еще предстоит далекий, долгий путь для того, чтобы достичь того уровня экономического развития, на котором находятся в данный момент Нидерланды и, скажем, Германия, такие европейские страны. Но все мы понимаем, что исторический путь страны Украина был очень сложным. Скажем, после Второй мировой войны потери не могли не повлиять на экономику. В начале 90-х, когда страна обрела свою независимость, опять-таки наступила рецессия. И для того, чтобы преодолеть все эти удары, нужно иметь терпение, запастись терпением. Страна двигается в этом направлении. Господин Хукс, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Совсем скоро Украина, наше государство, будет праздновать 27 лет независимости. Мы молодое государство. Все-таки чего бы вы хотели пожелать украинцам в День независимости? Конечно, во-первых, слава. Нет, что я хотел вам пожелать украинцам, это, конечно, во-первых, чтобы они продолжали этот путь реформ, потому что the reforms are at this moment very important. Ukraine will have elections next year, presidential elections and parliamentary elections. Ukraine signed the association agreement with European Union, and I think this is an excellent base to continue on the reform process. I think President Poroshenko showed the right example how to initiate and how to further stimulate these reforms. And I can only wish the Ukrainian people that these reforms will be continued and even intensified. Ну, что я могу сказать? Реформы — это очень важно. И я желаю стране продолжать этот путь. В следующем году будут в стране проходить выборы президентские, парламентские. И Украина заключила соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, и это как бы тот базис, на котором можно построить дальнейшее продвижение. И президент Порошенко явно на правильном пути инициировал и поддерживает все процессы реформ. Я желаю вам успеха на этом пути. Спасибо вам большое за пожелания, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Украине Эдуард Хукс был сегодня гостем нашей студии, а также Татьяна Попова, экс-заместитель министра информационной политики Украины, и Александра Комарова, переводчица. Спасибо вам большое.